Дорогие друзья, приветствую вас на своем канале. Сегодня мы затронем очень и очень интересную тему. Мы поговорим о винной бочке и о том, как бочка влияет на вино. Вы согласитесь с тем, что бочка – это символ виноделия. Ее начали использовать еще пару тысяч лет назад, и она актуальна до сих пор. Хотя сегодня у нас есть большое количество разных других вариантов, где можно ферментировать и выдерживать вино. Те же самые чаны из нержавеющей стали, или глиняные амфоры, например, грузинские квеври, или нейтральные бетонные емкости, например, очень модные сейчас яйцеобразные чаны. Но тем не менее, бочка пользуется большой популярностью, поскольку она обладает уникальными характеристиками. О том, какими же уникальными характеристиками она обладает, какие конкретно элементы и соединения она передает вину, мы сейчас поговорим. Эти элементы зависят от нескольких факторов. Первое – это тип и происхождение древесины, которая используется при создании бочки. Второе – это сам процесс производственный, процесс создания бочки. И третий – это то, что происходит на винодельне. Нужно понимать, в какой конкретный момент вино контактировало с бочкой. Давайте сейчас об этих трех аспектах поговорим подробнее. Первое. Дерево. Виды дерева для бочки используются всякие разные, но самым популярным на сегодня остается дуб по нескольким причинам. Во-первых, древесина очень плотная, но с другой стороны с ней легко работать. Она также не пропускает воду, поэтому прекрасно подходит для хранения жидкостей. Есть разные сорта дуба. Есть и русские, и венгерские, их используют в меньшей степени. Но такие вот два основных больших семейства – это американский дуб и французский дуб. Американский дуб, он же дуб белый, растет достаточно быстро, поэтому расстояние между годичными кольцами у этого дуба будет большим. И как следствие древесина получается такая пористая и рыхлая. В американском дубе низкое количество фенольных соединений и высокая концентрация лактонов. Лактон сам по себе обладает ярким ароматом кокоса. И в американском дубе он содержится в концентрации, которая в 10 раз превышает показатели французского скального дуба, например. И также американский дуб, он достаточно быстро отдает свои ароматические соединения вину. Именно поэтому не рекомендуется выдерживать вина в бочках из нового дуба более 9 месяцев, иначе есть риск перенасытить вино вот этими вот дубовыми, кокосовыми, яркими оттенками. Ну и переходим к французскому дубу. Тут есть два вида – скальный дуб и черешчатый дуб. Французский дуб растет у нас медленнее, а это означает, что пространство между годичными кольцами у нас будет меньше, и дуб у нас будет более плотный. В нем достаточно высокое количество фенольных соединений, и он медленнее отдает свои ароматические соединения вину. Поэтому в вине в правильной пропорции у нас будут появляться как быстро растворимые, так и медленно растворимые элементы, что будет делать ароматику, которую привносит дуб, более гармоничной. И считается, что ароматика, которая привносится французским дубом, более благородная, поскольку она не такая навязчивая, она более тонкая, более мягкая, и тут преобладают такие ореховые ноты и пряные такие специевые ноты. С дубом мы разобрались. Переходим дальше. Как же производят бочку? Самым главным человеком в процессе создания бочки является бондарь. Он принимает множество важных решений, начиная от выбора древесины, выбора из какой части ствола дерева делать бочку, и, конечно же, как правильно клепки, то есть вот доски, из которых бочка будет делаться, сушить. Как правило, доски сушат под открытым небом от 18 или от 24 месяцев и более. Это очень важно, поскольку именно в этот момент происходят важные химические реакции. Во-первых, концентрация элаготонинов, дубильных веществ у нас будет снижаться, а вот концентрация эвгенола будет увеличиваться. А эвгенол – это тот элемент, который отвечает за аромат гвоздики, корицы, вот таких вот пряностей булочных. Вот так, поэтому процесс сушки очень важен. У бондаря есть альтернатива. Он может, конечно, сушить доски в искусственных сушильных камерах, при этом экономит значительное средство и время. Но очень важно то, что нужные химические реакции не произойдет. А это значит, что в древесине будет большое количество дубильных веществ, которые в вине у нас
будут носить такой вот горьковатый, терпкий, неприятный привкус. Следом за сушкой клепок у нас идет процесс обжига. Тут очень важная информация, потому что именно от обжига зависит в большей степени, какие элементы у нас будут присутствовать ароматические в бочке. Обжигают доски не только для того, чтобы сделать правильную такую полукруглую форму, придать доскам, но в большей степени для того, чтобы произошел процесс термического распада древесины, полимеризации сахаров, при которых высвобождаются ароматические компоненты. Итак, что же это за компоненты? Ну, уже известный нам эвгенол, который отвечает за аромат гвоздики. Следом увеличивается концентрация ванилина. А ванилин – это тот компонент, который присутствует в натуральной ванили и отвечает за аромат, догадайтесь, чего? Правильно, ванили. В вине он может трансформироваться и давать такие шоколадные оттенки какао, какао-бобы, кофейные ноты, да, что-то такое. Дальше у нас идет гвоякол, если я не ошибаюсь, то соединение, которое отвечает за такие дымные тона, печеный тост, да, что-то такое. И фурфурол – это миндальные ноты и ароматика ржаного хлеба. Интересно обратить внимание на то, что концентрация этих компонентов у нас будет увеличиваться по мере увеличения степени обжига бочки от нулевого до среднего уровня. Но если же мы будем очень сильно обжигать бочку, тогда некоторые из этих ароматических компонентов начнут снижаться. Тут у нас все понятно, и переходим, конечно, к следующему очень интересному процессу, уже винификационному. Для того, чтобы разобраться, как именно бочка будет влиять на вино, важно понимать, в какой период времени наше вино контактирует с бочкой. Тут есть два варианта основных. Первое. В бочке проходит ферментация. Это означает, что в бочку у нас попадает сок виноградный, там в бочке ферментируется и получается вино. Либо второй вариант. Уже готовое вино помещается в бочку на выдержку. Итак, при первом варианте важную роль играют микроорганизмы. Это дрожжи, яблочные и молочные бактерии. Они взаимодействуют с элементами древесины и создают новые компоненты ароматические из неароматных. Но и также обратная ситуация. Они могут взаимодействовать с ароматическими компонентами и сделать из них нейтральные. Например, дрожжи при контакте с ванилином, достаточно ароматным компонентом, делают его ароматически нейтральным. По этой причине, если мы сравним два одинаковых вина при прочих равных условиях, но одно ферментировалось в бочке дубовой, то оно будет обладать менее интенсивными, менее выраженными ароматическими характеристиками бочки по сравнению с вином, которое ферментировалось в чане из нержавеющей стали и потом уже выдерживалось в бочке, хоть и непродолжительное время. Так, еще что хотела здесь сказать, это то, что если у нас винификация проходит в бочке, да, ферментация, то увеличивается концентрация полисахаридов, а это означает, что вино у нас во вкусе будет казаться более таким объемным, весомым и маслянистым. Ну а теперь переходим ко второму варианту. Это выдержка уже готового вина в бочке. С этой частью связаны несколько очень интересных процессов, которые происходят с вином. Ну, во-первых, это микрооксидация. У нас вино начинает контактировать с небольшими дозами кислорода, которые попадают в бочку через поры древесины и через щели между клепками. Оксидация очень важна, потому что происходит множество изменений. Во-первых, может поменяться цвет. Для белых вин бледно-соломенный цвет может стать таким более золотистым. А для красных вин обратная ситуация. Цвет сначала становится интенсивнее, поскольку вяжущие вещества, танины, связываются с красящими веществами антоцианами, и поэтому они уже хуже, антоцианы хуже адсорбируются осадком. Но если мы говорим о более длительной выдержке, тогда все равно цвет красных вин будет меняться в более бледную сторону, будут появляться потихоньку такие охристые терракотовые нотки. Во-вторых, меняется ароматика. Первичные ароматы свежих фруктов замещаются третичными ароматами, уже какими-то ореховыми нотами, более уваренными фруктами и сухофруктами. Ну и третий важный фактор – это то, что танины будут смягчаться. Говорят, что танины становятся вельветовыми, шелковыми, да, очень приятными, очень питкими. Наукой процесс этот пока еще не до конца изучен, но предполагают, что это также связано с тем, что танины соединяются с антоцианами. Но это мы поговорили о последствиях микрооксидации. А теперь давайте рассмотрим,
какие же именно соединения во время выдержки бочка отдаст вину. В общем, это все то, что мы уже перечислили. Эвгенол, который отвечает за аромат гвоздики, ванилин. Кстати, концентрация ванилина при выдержке вина в бочке у нас увеличивается, потому что ванилин также образуется распадом лигнина из древесины в такой алкогольно-кислой винной среде. Дальше. Эвгенол сказал, гвоякол отвечает за дымные тона, фурфурол отвечает за такую миндальную ароматику, ароматы ореховые, аромат ржаного хлеба, ну и лактоны, конечно, которые дают такие вот кокосовые ноты. Что еще важно сказать? То, что эти компоненты у нас приходят в вино в достаточно низкой концентрации, которая ниже порога чувствительности. Но здесь важно то, что они вместе обладают синергетическим эффектом. И если у нас присутствует 2 и более компонента, то тогда создается уже сложная ароматическая структура. И при этом один компонент может усиливать восприятие другого компонента или уменьшать его. Например, чувствительность к лактону понижается в 50 раз при присутствии ванилина. Вот такую интересную информацию я узнала. Так, мы с вами разобрались, какие именно компоненты бочка отдает вину и почему. А теперь я предлагаю вам поговорить о том, от чего же зависит концентрация этих компонентов в вине. Концентрация веществ в вине зависит от нескольких факторов. Это длительность выдержки, объем бочки и возраст бочки. Поподробнее. Длительность выдержки. Вы, наверное, догадываетесь, что чем более длительная у нас выдержка, тем больше веществ из бочки вино перетянет на себя. Но при этом взаимосвязь здесь нелинейная, поскольку экстракция разных веществ происходит в разное время. И чем дольше мы выдерживаем, тем более разнообразным будет коктейль тех веществ, ароматических соединений, которые из древесины передадутся вину. Второе – это объем бочки. Если мы возьмем небольшую стандартную бочку, бордоский баррик 225 литров, то мы увидим, что достаточно будет такая большая площадь поверхности древесины по отношению к объему самой бочки. Но если мы возьмем бочку такого большего размера, то отношение поверхности древесины к объему меняется, а это значит, что менее выраженный эффект эта бочка будет давать вину. Третье. Возраст бочки. Молодая новая бочка в течение первого года своей жизни отдает вину 50% всех соединений, которые у нее есть. Во второй год отдает еще 25%, и к 4-му году бочка уже не отдает вину ничего, поскольку поры древесины засолены винным камнем, и единственное, что бочка может дать, это только медленную оксидацию. Таким образом, вы понимаете, насколько сложная взаимосвязь бочки и вина, и как много факторов оказывают влияние и обуславливают влияние дуба на вино. Это и сорт древесины, ее происхождение, это и процесс сушки, процесс обжига, это винификационные процессы, когда у нас вино контактирует с кислородом во время ферментации или уже во время выдержки, после ферментации. Как долго мы выдерживаем, какой объем бочек винодел выбирает, и новый дуб, старый дуб, 2-летний или 3-летний используется. Все это обуславливает финальный портрет вина. И многие виноделы в поиске идеального результата выбирают комбинировать разные из перечисленных типов. Поэтому не редкость встретить вина, где написано, что там, например, 50% ферментировалось в стали, а 50% ферментировалось в дубе. Или виноделов, которые комбинируют разные размеры бочек, разные типы древесины и так далее. Сложный, но очень интересный процесс. На этом канале мы без критики не обходимся. И вы, наверное, догадываетесь, что не всем винам показана бочка. Есть определенные стили вин, это такие вот яркие, молодые вина, свежие вина с такими молодыми фруктовыми ароматами, которые от бочковой выдержки выигрывать не будут, поскольку у бочки есть и обратная сторона медали, она убирает свежесть, свежие первичные ароматы переводит во вторичные, и стилистика у нас меняется. Например, один винодел из Южной Африки, его зовут Эбен Сейди, говорит о том, что ему кажется, что бочка хорошо сочетается с винами, сделанными в континентальном климате, поскольку она обогащает эти вина, привносит новую ароматику и помогает
помогает укрепиться цвету, если мы говорим о слабо окрашенных сортах винограда, например, пино нуар. Но он лично свои вина не выдерживает в бочке, поскольку он считает, что в Южной Африке у него получается и так ягоды достаточно спелые, и для него важно иметь бескислородную среду для того, чтобы хоть как-то сохранить эту свежесть, а напротив не убивать эту свежесть винной бочкой. Вот такие вот есть разные мнения. Многие виноделы с ним не согласятся, но многие и согласятся, поскольку не случайно мы видим тенденцию последних десятилетий отказа от бочковой выдержки или переход от стандартных барриков к более крупным бочкам, которые оказывают менее заметный эффект на вино. Итак, мы с вами поняли уже, что бочка дает большое количество преимуществ, обогащает ароматику, делает танины более мягкими. Но с другой стороны, у нее есть и обратные стороны медали. А сейчас, друзья, мы будем с вами вместе пробовать одно очень интересное вино исключительно для иллюстрации темы нашего видео, для того, чтобы мы могли попробовать то, о чем только что говорили. Это у нас вино будет интересно тем, что оно и ферментировалось в бочке, и выдерживалось в бочке, более того, на осадке. Так, ну и прежде чем мы с вами его попробуем, я хотела у вас спросить. Расскажите, пожалуйста, интересно ли было это видео про бочку и стоит ли мне еще снять другие видео, потому что большое количество информации просто не поместилось. Темы для видео такие: дубовая бочка или дубовые чипсы, какая разница, что выбрать, история создания и использования самой бочки, интересные факты о бочке и как делают бочку. В общем, если какая-то из вышеперечисленных тем вас интересует, напишите мне об этом в комментариях, и тогда, возможно, я сниму видео в ближайшем будущем. Ну и, конечно же, ставьте лайк, потому что лайк – это эквивалент слова «спасибо». И если хотите сказать мне «мерси» за это видео, то ставьте лайк и напишите «мерси». Все, пока-пока, чао!